Привет всем, друзья! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». В первую очередь хочу вам показать, какая у нас уже красота в номерах. Вы видите, кровать практически готова. Осталось только матрас постелить, застелить, и можно уже ложиться спать. Шкаф полностью готов. Давайте я его открою. Сюда можно чемоданы разместить, здесь какую-то одежду. Очень удобно. Значит, здесь осталось установить телевизор и повесить зеркало. Вот, ну и еще дверь осталась. Ну, на самом деле еще много работы, но все-таки движение есть. И сейчас я вам еще хочу показать, я специально сюда поднялась, хочу одного работника показать, наглеца. Сейчас пройду в другой номер. Я не знаю, возможно, он не наглец и вполне адекватно себя ведет. Вы потом в комментариях мне напишите. Кстати, вот обратите внимание, здесь уже тоже плиточка. Значит, этот мужчина с бородой, с седой бородой. Вот я хочу вам специально его показать, чтобы вы решили, как мы по возрасту с ним. Значит, он меня называет тетей. Тетя говорит, водичку мне. Пора, постоянно не дома, то он в городе. Вот сейчас он поехал как раз матрасы заказывать и много чего еще. И я нахожусь все время на кухне, и ко мне работники спускаются, то водички, то чай, то что-то дать, что-то помочь, что-то принести. Вот. Ай, good afternoon. Нету его. Так, ладно, значит, вот эти парни молодцы, они меня называют либо Баби, либо мадам. Хотя вот вполне молодой человек, ему лет 20-25, мог бы меня называть и тетей. А тот с бородой, с седой. Окей, я не буду вас отвлекать. Так, ну я постараюсь снять на видео этого мужчину или фотографию прикреплю. Нет, его, наверное, уже выполнил свою работу и пошел отдыхать. Но с утра так, наверное, раза 3, наверное, подходил к двери и громко меня звал. Анти, Анти. На вид мой ровесник, ну плюс-минус. Вот такая вот борода длинная, седая. Ну, я считаю, что это как-то ненормально, неприлично. Здесь есть свои нормы обращения, вот как у нас, да, принято обращаться женщина, девушка, либо по имени-отчеству. Здесь немножко другие правила, но в любом случае Анти меня называют, Артура друзья, ну хорошо, там 18-летние ребята там, и девчата меня называют Анти, тетя. Но когда ему уже примерно, ну пусть даже 35 лет, ну я считаю, что это перебор, какая я ему тетя. И также я могу называть женщин, которым уже около 60 лет, около 70, 80, я тоже к ним могу обращаться Анти. Это нормально, но к своим ровесницам плюс-минус я уже обращаюсь по-другому. Бхаби чаще всего это как жена брата. И меня здесь тоже называют по имени, меня называют здесь из мужчин только Парам и Бавин. Женщины, да, женщины многие меня называют Наташа, многие называют Баби или Диди. Раз уже мы с вами завели эту интересную тему, я уточню, Диди это значит старшая сестра. И совсем не обязательно быть на самом деле старшей сестрой. Вот, допустим, Артур, ему 9 лет. И к девочкам, которым 15+, ему гораздо приличнее обращаться не по имени, а использовать этот термин Диди. Либо ко мне 30-летние могут обращаться, используя этот термин. И смотрите, если вы на самом деле не являетесь родственниками, а к вам так обращаются, это знак того, что к вам относятся доброжелательно, с вами хотят сблизиться. Это вот такой вот знак. А если, допустим, человек хочет соблюдать субординацию, хочет соблюдать дистанцию, тогда он может использовать такие термины, как мэм или мадам. Вот, допустим, наш помощник Самир ко мне обращается мадам. Вот, ему так удобнее. Меня часто называют мэм. Или, допустим, дети к учителям обращаются мисс, либо сэр. Это мужчина-учитель.
Тихо. Я работала в торговле много лет. Ну, раньше, вот, когда я была ребенком, я думала, ну, девушка это лет до 25, там, ну, может, до 30 лет девушка, когда я сама была еще девочка, я так думала. Потом, когда я ушла в торговлю, у нас девушки уже имели внуков. Ну, так вот у нас принято, чтобы сделать приятно человеку. К ней обращаешься девушка. Ну, а как вы к этому относитесь? Как вы считаете, как вам приятно, чтобы вас по имени, отчеству, по имени называли или как-то по-другому? Вот, друзья, ну ладно, это было такое вот вступление. Сейчас вы увидите видео, которое я поснимала ранее. Я вставлю еще. Мы сегодня тоже с вами обсудим острую, больную тему, которая вот в данный момент меня сильно волнует. Все, желаю вам приятного просмотра. Вот, ну а по поводу анти я еще уточню, что меня, да, здесь называют анти, дети, и это вполне нормально, анти или мауси, но вот впервые меня назвал мужчина примерно моего возраста, вот так вот. И я вот думаю, как мне на это реагировать, и, ну, я никак не реагировала, он зовет меня, я ему даю, что он мне дал. Ну, как, может быть, по выражению лица понятно, что мне это не очень приятно. Ну, по-моему, он на мое выражение лица особо не обращает внимания. Вот так вот, ладно, все. Вы только посмотрите на эту творческую личность. Значит, Артуру дали задание в школе, ну не только Артуру, понятное дело, всем ученикам дали задание сделать пенал своими руками. Ну и как коробку для карандашей. Вот, и Артур творит сейчас. Два варианта у тебя будет, да, Артур? Будет. Там что-то пошло не так, и нужно исправить. Значит, к чему я хочу это все рассказать? Друг Артура Вигнеш и другой друг Сурия уже сделали. Они приходили, показывали. И я же спросила, ты сам сделал? Он говорит, ну, я вот этот вот дизайн, ну, наклеечки, украшения, говорит, сам. А основу делала мама. А я Артуру предложила, говорю, Артур, ну, давай поищем в интернете. Ну, мне фантазии не хватает, поэтому я обычно всегда пользуюсь интернетом, идеи оттуда ловлю. Артур наотрез отказался. Я ему даже вот так вот настойчиво показала какой-то вариант. Он говорит нет, говорит, у него есть свое видение, свои идеи, говорит, и я не хочу никуда ни у кого подглядывать. И он полностью, абсолютно все полностью сам делает. Мы пошли вместе в магазин, он сказал, что купить, сам выбрал, я только рассчиталась. Ну и посмотрим в итоге, что у него получится. Даже я вот предлагала, говорю, может что-то помочь. Он, нет, говорит, мама, иди. Ну, значит, не зря, Артур, я с тобой в детстве я действительно с ним занималась. И вот эти вот поделки разные делали, и рисовали. Лет до 6 мы вместе. Ну, какие-то устраивали конкурсы, кто лучше сделает. Ну, кто лучше нарисует. Помнишь, мы одну и ту же картину рисовали и потом сравнивали, у кого лучше получится. Сирень. Это снегирь. Да. У него снегирь, это сирень. А бывает вообще птица сирень? Птицы сирень не бывает, это цветы, кусты сирени. Когда-то ты видел, но уже забыл, Артур. Так, ну что, Артур, закончил? Закончил? Можно показать нашим зрителям? О. You like it? Yes, very, very. Good? Yes. Тут даже какой вместительный. У Артура как мания на пеналы. Наверное, раз в 3 месяца так точно мы покупаем ему новый пенал. А теперь не будем, Артур, теперь ты будешь сам делать. Экономия. Артур гордо несет в руках свой пенал. Красота. Любимая рикша. Good morning. Good morning. Артур, расскажи, почему ты этого рикшу больше всего любишь, этого водителя? Не знаю. Потому что они очень чисто всегда, аккуратно. Да. Итак, мои дорогие зрители, я вам обещала рассказывать о результатах этих парней. Так вот, результаты есть. Вот этот вот молодой человек сбросил за неделю 2 килограмма. Ну, за неделю, сколько я там не снимала, может быть, чуть больше.
А этот молодой человек еще не рискует вставать на весы. Он ждет видимых результатов, а потом уже проверит, сколько на весах отразится. Что, Парам? Да. Вот это я имела в виду, что Парам говорит, он хочет раз посмотреть и шокироваться. Парень дыхательные упражнения делает. Кто на что горазд. Я тоже миксую. Пранаяма называется. Пранаяма, дыхательные упражнения успокаивают нервы. Я перед завершением всей тренировки обязательно занимаюсь, уделяю где-то 10 минут этому. Потому что нервы у меня на пределе, это очень важно. Да, вот Парам какой атлет. Так, и вот парни. Сейчас Парам будет делать йогурт из домашнего молока. Значит, в качестве закваски берется йогурт предыдущий, и вот так вот он распределяется по дну вот этой вот мисочки. Специальная у нас миска для йогурта. И здесь в кастрюле молоко, которое Парам прокипятил, и оно успело остыть до, ну, такой чуть тепленького состояния. И вот так вот сейчас он его наливает, специально поднимает для того, чтобы образовалась пенка, для того, чтобы воздух присутствовал в молоке. Парам всегда занимается у нас приготовлением йогурта. Я бы так аккуратненько не смогла все это попереливать, я даже не берусь. Вот, and Парам, what do you think about this milk? No. Да, раньше мы, сейчас, подожди секундочку, раньше мы покупали домашнее молоко, несколько лет назад. Потом этот милкмен куда-то исчез, этот фермер, и мы в течение, наверное, 2 лет делали йогурт из покупного молока. Ну, вполне нормальный получился, отличный йогурт. Ну, тут Парам решил опять решил использовать молоко домашнее. Ну и что? What do you think about this milk? This is a good milk, but you put more water. Говорит он, этот мужчина, этот фермер, лихо разбавил водой молоко. Для того, чтобы больше, заработать. Парам в этом деле разбирается, и он сразу же понял. How you understand? You test or ты попробовал или на вид? You make like this, na? Water coming like this. This milk, no, one plus this time. Ну, по капле, да, каплю он Milk, no, one good. Рассмотрел и увидел, что там жирности практически нет. Одна вода. Так что больше мы покупать такое молоко не будет. And it's more expensive, да? Да. Дороже. 80 rupees liter. Литр 80 рупий. А сколько стоит? And how much 1 литр? 60 рупий. Покупное молоко в пачечках. And you know, I boil 1 hour maybe. Говорит, я где-то час он варил. Why you boil? I put 2 liters milk. Every day I put 1.5 liter. Because this water must be boiled. То есть он специально как упаривал, специально, иначе бы не получился йогурт, он специально долго кипятил на медленном огне, для того, чтобы вода испарилась, чтобы молоко приобрело больше жирности. Ну, посмотрим, еще неизвестно. Вот я специально снимаю, такой вот у нас небольшой эксперимент. Посмотрим, что в итоге получится. Значит, вот так вот постоит у нас этот йогурт-заготовка в течение 4 часов, примерно 4-5 часов. Ну, обычно Парам готовит с вечера и оставляет на ночь до утра. И потом в холодильник. Потом уже будет готовый йогурт. Вот сейчас как раз тут процесс. Все должен постоять в относительно теплом месте, а потом уже в холодильник. Пришел молочник, говорит, ну что, вы будете заказывать еще молоко? У меня Парам говорит, нет, не буду. Но он не стал грубить, Парам просто сказал, что не понравился привкус. Сказал, что ребенку нашему не понравилось. Так, ну что, мои дорогие зрители, ответственный момент, наконец-то сейчас дошла очередь до нас, до меня.
Я очень жду, когда у нас здесь все будет красиво, когда будет нормальная кухня. Вот мне иногда в комментариях пишут, что Наташа, как ты вообще на все это смотришь? Ты, наверное, уже привыкла, что так не должно быть, везде должна быть мебель, ну, как ты, никто не живет. Я говорю, что, конечно же, я все это замечаю, конечно же, я все это вижу, но долго не доходили мастера до нас, потому что все временно. Вот как пора, изначально мы думали, что мы здесь всего годик поживем и поработаем, потом 2 годика. Ну и вот сейчас, так как стройка в самом разгаре, и вот наконец-то дошла очередь до нас. Вот вы видите, самый главный мебельщик, Шармаджи, бригадир, делает мерки, и все у нас здесь будет теперь совсем скоро, я надеюсь, по-людски. Будут ящички, будут дверцы, будут полочки на кухне, и в спальне тоже будут у нас преображения. Меня этот вопрос очень сильно волнует. Я говорю, что я постоянно все это вижу, все это замечаю и страдаю по этому поводу. Параму абсолютно все равно, он для себя настроил на то, что это временное жилье. Но временное жилье у нас уже с самого начала нашей супружеской жизни, уже в течение 10 лет. Ну, временное, говорит, вот когда у нас квартира, там уже будем все качественную мебель, самую лучшую ставить. А на это он не обращает внимания. Как говорит, можно покоротать время. Но я же говорю, коротаем уже в течение 10 лет. Вот и стены тоже сейчас Парам показывает Сунилбаю, что сделать со стенами. Вы видите, все здесь крошится. Думали, мне вот зрители предлагали плиточкой здесь. Ну вот плитка, скорее всего, долго не продержится. Больше года, ну, смысла нет. И есть еще вариант, как потолки сделать. Вы видели, да, потолки специальным пластиком. И также, возможно, стены тоже укрыть, я не знаю. Вот, и по поводу газового цилиндра тоже вот многие из вас, мои дорогие зрители, дали совет мне поставить цилиндр наружу. Я как-то даже не задумывалась над тем, что так можно. И вы мне как подали идею. Я стала глубже рассматривать этот вопрос, почитала в интернете. Да, действительно, ставится наружу, можно сделать там дырочку в стене и выставить его. И тогда это будет и безопасно, и красиво. Параму рассказал, он говорит, да, в принципе, так он тоже видел, в Индии тоже так, некоторые, особенно в ресторанах, либо в больших отелях, но на кухнях выставляют наружу баллоны. Так что это возможно сделать. И что? Только я почитала в интернете, потому что Парам мне об этом не рассказала, то в интернете пишут, что нужно в целях безопасности обязательно этот баллон поставить в специальный ящик металлический, и не должны попадать солнечные лучи, не должна попадать влага. Таким вот образом нужно обезопасить себя. Что вот это, как получится ли у нас достичь всего этого? Все эти правила соблюсти, получится ли у нас? Я говорю, рассказала Парам, он говорит, тут так выставляют, никто не парится. Дождь капает, там солнце, ничего страшного, ничего с ним не случится. Но я все-таки считаю, что нужно правила соблюдать. Сейчас зашли в спальню. Я тут все по-другому передумала, но мебельщик не согласился. Ему моя идея не понравилась. Я решила, что было бы классно вот здесь поставить шифоньер. Все-таки на шифоньер мы согласились, но он будет не шкаф-купе, а просто вот такой скромный шкаф, много полочек. И я говорю, здесь бы классно смотрелся шифоньер, сюда поставить стол, сюда одну кровать, и вот здесь другую кровать, либо диван. Но им это не понравилось. Параму тоже не понравилось. Парам вообще не понимает на самом деле вот эту всю суету по поводу того, что Артур должен спать отдельно. Он этого не понимает. Ну и мужчины тоже. Ну, что за ерунда, вы вообще должны все чуть ли не спать втроем на одной кровати. Но у нас сейчас я сплю с Артуром на кровати здесь, а Парам спит на кухне.
Вот, ну, то есть я Параму говорю, я хочу, чтобы было у нас 3 вообще лежащих, 2 кровати здесь и 1 на кухне новая. Я ему об этом уже давным-давно рассказывала, давно мы это все обсуждали, то есть он знает мои пожелания. И вот в самый такой вот ответственный момент он мне говорит, ну так что, Наташа, ты хочешь, ну, такую же, мол, большую кровать, только новую, да? Ну вот зачем он меня так спрашивает? Я говорю, нет, я же тебе говорил. Ну, то есть он пытается все равно свое мнение, чтобы так, как было, как он хочет. Что, Парам? They want 2 wardrobe, one that side, one this side, and mirror your dressing table in middle. Ну, maybe, да, maybe good. Вот еще, вот видите, пока я тут видео снимаю, немножечко усовершенствовали мое пожелание. Но, возможно, так действительно классно будет посередине. Чего смеются? Я же не все снимаю, на самом деле я тут еще тоже вставляла свои 5 копеек, но то, что я Параму объясняла, он все, оказывается, неправильно понял или захотел понять так, как ему выгодно, так, как ему хочется. В общем, друзья, очень сейчас я аж вся мокрая от переживаний. Решается важный вопрос, как я буду жить в течение нескольких лет. Появился шанс, да, облагородить жилье, и нужно им воспользоваться. Так, чтобы потом не жалеть, чтобы не хотелось переделать. Вот видите, как он все это рисует, конспектирует. Ну, как, господи, не конспектирует, изображает графически. Давайте я ближе покажу, интересно. Вот, это я так понимаю, что ну, там был первый вариант, выше его не одобрили, сейчас уже по-новому. То есть с одной стороны, с другой стороны посередине зеркало. Ну а сейчас у нас уже 5 часов вечера, и я готовлю ужин. Впервые в жизни я готовлю сладкую кашу из саго. Помните, Парам поделился с вами рецептом индийского блюда, котлетки такие вот мы вкусные готовили, и многие из вас в комментариях мне посоветовали приготовить из этого продукта, сейчас я покажу, кто не знает, что это за саго, посоветовали мне приготовить сладкую кашу на молоке, что, мол, в советское время все ели такую вот кашу. Ну, естественно, мне стало интересно, и вот, собственно, сейчас я варю. Вот это, ну, как крахмал. Вот, друзья, ну так, на вид не очень аппетитно выглядит. Я нашла в интернете рецепт. Кстати, довольно-таки сложно было найти рецепт. Что нужно сначала это отварить в обычной воде, а потом уже добавлять молоко. 20 минут я уже варю в воде, получился такой вот кисель, и уже пора добавлять молоко. Я не знаю, понравится ли эта каша Артура. Я на самом деле готовлю это блюдо в первую очередь для Артура, потому что я не ужинаю, ну, конечно, я попробую, а Парам приедет поздно и уже поужинает, скорее всего, где-то без меня с Ракешбаем и Сунилбаем в кафе. И сейчас давайте еще йогурт посмотрим. Йогурт, который уже пора ставить в холодильник. Я его... Ой, нет, не загустел. Пока не загустел, но сейчас может быть... Вот, ну чуть-чуть. Чуть-чуть загустел, но не очень. Но я пока пробовать не буду, потом уже после холодильника. Йогурт из домашнего молока. Ну, пахнет, да, приятно так уже, дрожжами. Вот, а у нас проблема в том, что электричество отключили. И холодильник уже там не очень холодно внутри холодильника. Вот, ладно, сейчас я еще пробую этой каши на видео сниму и буду с вами прощаться. Ну что, долгожданный момент, буду снимать пробу. На вид очень интересная каша, очень необычная. Вот такие вот икринки, как будто были, не даже раз это прозрачная, наверное, больше похоже на рыбьи глаза в молоке. Ну, во всяком случае, необычно, интересно. Может быть, Артура это тоже привлечет. Сейчас. Да, вкусно. Мне нравится. Я в детстве всегда ела и сейчас тоже люблю молочные каши. Похоже на как вермишелевый суп. Похоже на манную кашу. Ну, в общем, это моя тема. И приятно так на желудке становится. Ну, а для Артура я на всякий случай еще приготовлю сырники. Если
это ему не понравится. Хотя манную кашу и вермишель с молоком он любит. Ну все, друзья, всех люблю, целую, крепко обнимаю. До скорых новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.